но он отвратительный ленивый ботан, который предпочитает играть в видеоигры вместо того, чтобы заниматься спортом. И по какой-то причине у него есть чертовски милая подруга детства по имени Рин, которая уже несколько лет мечтает ему врезать. Она полна энергии и идет в школу вместе с мистером потерянным потенциалом. Они обсуждают, что Тайчи не состоит ни в одном школьном клубе, хотя он действительно хорош в спорте. Рин считает это позором, но Тайчи говорит, что клубы — это слишком хлопотно. Пока они разговаривают, маленький листочек подхватывает ветер и пролетает мимо Тайчи. Он смотрит на него и вдруг видит, что прямо на Рин несется велосипед. Тайчи действует очень быстро и успевает оттолкнуть ее в сторону. Внезапно под Рин и Тайчи появляется магический круг с каким-то странным символом. Они понятия не имеют, что происходит. Тайчи пытается отойти от круга, но тот следует за ним. Он понимает, что круг появился из-за него и пытается оттолкнуть Рин, чтобы защитить ее. Но Рин не хочет оставлять его одного, поэтому возвращается к нему, когда круг начинает светиться, и они исчезают. Через несколько секунд Тайчи открывает глаза и оказывается на лугу. Он уже добился большего, чем большинство из вас. Он проверяет, все ли в порядке с Рин, и осторожно будет ее. Убедившись, что они оба в порядке, они оглядываются и видят, что находятся на большом зеленом поле. Кажется, что они перенеслись с дороги в никуда. Они пытаются позвонить, но сигнала нет. Рин думает, что им нужно найти дом, чтобы позвонить родным, потому что они, возможно, просто заблудились. Но у Тайчи есть безумная идея. Он думает, что они, возможно, больше не в своем мире. Он говорит, что под ними было что-то вроде магического круга, как в видеоиграх. Он не выглядел особенным, но Тайчи чувствовал, что от него исходит какая-то особая сила. Рин немного забеспокоилась, потому что Тайчи рассуждал как типичный гик. Ей не нравилось, что он так быстро делает такие выводы. Пока они разговаривали, они оба увидели какое-то загадочное существо. Это было похоже на огромного черного коня, но с рогом на голове, похожим на черный клинок. Они были в шоке. Тайчи сказал, что им нужно бежать. Когда они попытались уйти, конь напал на них, погнавшись за ними. Тайчи вел себя как герой, сказав Рин спрятаться, пока он разбирается с конем. Он пытался быть крутым и показать себя. Он отошел от Рин и решил разозлить коня, бросив в него камень и сказав что-то обидное. Конь разозлился и бросился на него, готовый атаковать. Но знаешь что? Тайчи — главный герой, поэтому он не был раздавлен конем. Вдруг какая-то странная магия перерезала коню шею, и Тайчи был спасен. Затем они увидели лысого мужчину с огромным мечом. Это он ранил коня. А еще там был лучник, который прятался в кустах. Вместе они победили большого страшного коня, которого звали Обсидиановым. Затем другой член группы заклинанием превращает обсидианового коня в гриль. Ее зовут Мигила, она немного волшебница. Она говорит лучнику Ракельте, чтобы тот снял с коня рога, но тот ворчит и говорит, что это должен сделать Барата, лысый парень с мечом. Пока они обсуждают, что делать с конем, Тайчи начинает думать. Он почти уверен, что это не их мир. Это больше похоже на ролевые игры, в которые он раньше играл, с магией и монстрами. Этот круг, в который он их телепортировал, перенес их в совершенно новый мир, и он выглядит гораздо более опасным и старомодным, чем тот, откуда они пришли. Поэтому Тайчи решает, что им нужно выжить в этом странном мире, чего бы это ни стоило. Он обещает себе, что они с Рин должны выжить в этом странном мире, несмотря ни на что. Тайчи и Рин присоединяются к группе у небольшого костра. Ракельта дружелюбен и начинает с ними разговаривать. Он хочет знать, откуда они, потому что они выглядят странно в школьной форме. Тайчи не знает, что сказать, поэтому он смотрит на Рин, ища помощи, но она ничего не говорит. К счастью, вмешивается Барата и говорит Ракельте, чтобы тот не задавал вопросов, потому что это личное. Мигилла соглашается с Баратой и говорит, что они должны держать свои ответы при себе. Но Барата предупреждает их, что в этом районе опасно путешествовать без оружия. Здесь много злобных монстров, и они нападают на все, что видят. Это большая проблема, потому что они нападают даже на повозки, которые везут еду в город. Так что они не только причиняют вред обычным людям, но и создают большие проблемы для всех. Тайчи напуган, но он полон решимости. Он считает, что лучше всего отправиться в город. Поэтому он просит Барату отвезти их туда, и Барата сразу соглашается. Двое других друзей тоже соглашаются, особенно Ракельта, потому что он не хочет оставлять Рин одну здесь, он очень влюбчивый. Но Барата говорит, что им с Рин нужно помириться до рассвета, потому что Рин расстроена из-за Тайчи. Он ждет, пока Рин останется одна, и спрашивает, почему она так злится. На самом деле Рин не злится. Она просто очень переживает из-за того, что Тайчи сделал раньше. Она не хотела оставаться одна в этом странном мире без своего лучшего друга. Но они все обсуждают и решают, что теперь будут держаться вместе. Они даже стукаются кулаками, чтобы показать, что снова друзья. В повозке группы Бараты их отвозят в Аспир, город в волшебном королевстве Ализан, где находится база группы.
Хотя Ракельта и предупреждает их, что их работа авантюристов опасна, Рин и Тайчи решают остаться в городе и стать авантюристами. В качестве жеста доброй воли Барата дает им немного денег на первое время и говорит, что они могут найти свою группу в ближайшей гостинице, если им что-то понадобится. Так что Рин и Тайчи направляются в гильдию авантюристов. Там их встречает дружелюбная женщина Мари и спрашивает об их расе, что сбивает Рин с толку. Она смотрит на Тайчи, чтобы он ответил. Но Тайчи очень удивлен, потому что это место выглядит точно так же, как в играх, в которые он раньше играл. Они называют свою расу, и женщина дает им небольшую книгу с контрактами. Тайчи озадачен, потому что надпись выглядит странно, но к их удивлению они оба прекрасно ее понимают. Прежде чем зарегистрироваться в качестве искателей приключений, они должны пройти тест на магические способности. Это важное требование для того, чтобы стать искателями приключений. Иначе они не смогут зарегистрироваться. Рин первый кладет руку на хрустальную сферу для проверки магических способностей, не ожидая ничего необычного. Но вдруг внутри сферы появляется странное свечение, и это пугает женщину, которая проводит тест. Она просит Тайчи тоже попробовать, и хотя он немного сомневается, соглашается. Но когда он касается сферы, она разбивается на кусочки. Это всех очень удивляет. Рин и Тайчи чувствуют себя растерянными и смущенными, как будто они крупно облажались. Все смотрят на них. Женщина уходит и возвращается с какими-то важными людьми, мастером гильдии Жераром и крутым эльфом по имени Мюллер, который является золотым фехтовальщиком. Жерар говорит им, что они не могут быть искателями приключений прямо сейчас, и Рин и Тайчи начинают беспокоиться, что останутся без работы. Но потом он говорит, что они должны пойти с Мюллером в другое место, где им дадут правильный совет. У них не так много вариантов, поэтому они соглашаются пойти с Мюллером в это новое место. Когда Рин и Тайчи добираются до места назначения, они встречают Лемию, женщину, которая совсем не стесняется, и Тайчи это не нравится, поэтому Рин закрывает ему глаза. После того, как Лемия переодевается в более скромную одежду, их приглашают в ее дом. Мюллер объясняет ситуацию Лемии, потому что магический счетчик гильдии не смог определить их способности. Жерар хочет, чтобы Лемия их протестировала. Она достает специальное устройство, магический счетчик, который сама сделала, он более продвинутый. Они проходят сканирование, и на экране появляются непонятные символы, которые они не могут прочитать. Мюллер смотрит на цифры и удивляется, потому что они очень высокие. Рин и Тайчи в замешательстве и не знают, хорошо это или плохо. Их больше всего интересует, смогут ли они стать искателями приключений. Леми говорит, что смогут, но есть одно условие. С этого момента они должны быть ее учениками. Леми разговаривает с ними, и это становится все интереснее. Она говорит, что у них обоих очень высокий уровень силы, но они даже не знают, как правильно ее использовать. Поэтому она предлагает им тренироваться, потому что если они не научатся, то их собственная магия может им навредить. Пока они едят, Леми объясняет, как работает магия в этом мире. Люди торгуют с духами, которые обладают силой огня, воды, ветра и земли. Взамен они получают магические заклинания, которые похожи на особые техники. Большинство магов могут использовать только одну стихию, за исключением некоторых исключений, таких как Мюллер, который использует две, и сама Леми, которая использует три. Рин, однако, особенная, потому что она может использовать все стихии. Тайчи любопытно, и он хочет знать, какими стихиями он может пользоваться, но Леми не может ему сказать. Она объясняет, что он не маг, а колдун. Колдуны не используют магические заклинания как маги. Вместо этого они используют самих духов, а не только их заимствованную силу. Но для этого им нужно заключить особый договор с духами. Сила этого договора намного сильнее, чем все, что может сделать маг. Леми не тратит время на их обучение. Она занимается тайчи и очень строга с ним. Но посреди тренировки Тайчи слышит слова поддержки от незнакомого голоса, и это поднимает ему настроение. Тем временем Мюллер учит Рин магии, а именно как создавать огонь. Рин удивляет Мюллера, потому что она быстро учится. Мюллер рад, что она быстро схватывает, и Рин даже придумывает новое заклинание. Магия – это использование воображения, и Рин, благодаря своим научным знаниям, создает голубое пламя, чего раньше никто не делал. Тайчи совершенно вымотался после тренировки, а Рин полна энергии. Она пытается помочь ему, но Тайчи снова слышит таинственный голос, который подсказывает ему, как лучше использовать свои силы. Он немного растерян, потому что только он может слышать этот голос, но не задумывается об этом надолго. После тренировки они решают, что пора поесть. Лемия разрешает Мюллеру продолжать заниматься с Рин, но говорит Тайчи, что он пока не может учиться заклинаниям. Она говорит, что ему нужно стать сильнее физически и научиться сражаться, прежде чем он сможет раскрыть свои стихийные способности. Мюллер находит Лемию на улице, пока Тайчи и Рин спят.
Обе женщины немного сомневаются в сверхспособностях ребенка, но решают тренировать их в течение 3 недель, чтобы они могли стать независимыми искателями приключений. Лемия очень хочет сохранить их особые способности в секрете из-за того, что происходит в стране. Через 3 недели Тайчи уже лучше адаптировался к этому миру. Он сталкивается с большим волком и показывает, что теперь лучше контролирует свои силы. Рин довольно легко побеждает волка. А вот Рин сражается с кучей рогатых тварей, используя свои впечатляющие навыки и силу. Она настолько хороша, что даже использует 3 разных элемента, чтобы победить врагов. Лемия и Мюллер очень впечатлены, наблюдая за ней издалека. Но их внимание привлекает появление обсидианового коня. Мюллер хочет помочь, потому что это опасно, но Лемия останавливает ее. Она хочет посмотреть, насколько Рин и Тайчи хороши в защите. Главные герои чувствуют себя уверенно со своими новыми силами и без труда побеждают коня. Лемия устраивает большой праздник, потому что Тайчи и Рин сдали выпускной экзамен и теперь готовы стать официальными искателями приключений. Но это немного грустно, потому что они теперь будут видеться не так часто. Во время праздника Лемия огорошивает их новостью. Она говорит, что они потерянные, то есть пришли из другого мира через какую-то странную пространственно-временную штуку или были призваны кем-то. Тайчи и Рин в шоке от того, что Лемия знала об этом все это время. Они спрашивают, как она узнала, и Лемия предполагает, что, возможно, это было последнее. Кто-то использовал магию призыва высокого уровня, чтобы привести их сюда. Но она не знает, кто это сделал, потому что призыв — это очень редкое явление, и им занимается маг, который работает со временем и пространством. Так что им нужно найти этого человека и спросить, зачем он их сюда привел. Тайчи очень взволнован, потому что призыватели — это большая редкость. Он думает, что будет легче найти того, кто это сделал. Позже той же ночью, несмотря на то, что Тайчи и Рин грустят, что это их последний день с Лемией и Мюллером, они понимают, что должны двигаться дальше и выяснить, зачем они здесь. Они обещают держаться вместе в поисках призывателя. Но с Тайчи происходит что-то странное. Он постоянно слышит голос какой-то девушки, которая что-то ему шепчет. Она говорит, что они скоро встретятся, и кажется очень этому рада. Однажды ночью Тайчи снится сон. Он на зеленом лугу и снова слышит знакомый голос, который говорит, что они скоро встретятся, и просит его потерпеть. Он пытается понять, кто этот таинственный голос, но просыпается весь в поту. Этот сон снится ему с тех пор, как он попал в этот мир. Прошло несколько недель, они оба обосновались в Аспире, где зарегистрировались в гильдии искателей приключений. Они встречаются с людьми, которые спасли их в самом начале. Но они все еще низкоранговые искатели приключений, поэтому их работа простая — помогать с фермерством или тяжелой физической работой. Они постепенно привыкают к этому новому месту и к тому, как здесь все устроено. Рин любит вставать рано и идти в библиотеку, чтобы почитать книги для своих исследований. Тайчи находит ее за чтением в баре и присоединяется к ней, немного мешая ей. Альмена, официантка, приносит им завтрак и письмо из гильдии. В письме говорится, что их призвали, поэтому они сразу же отправляются в гильдию, беспокоясь о том, зачем они так срочно понадобились. На этот раз они устраиваются на работу в таверну в трущобах. Им нужно поговорить с покупателями и персоналом, чтобы выяснить, как краденые товары попадают в город через трущобы. Рин видит, что на контракте стоят 2 крестика, значит, он уже дважды провалился. Если они не справятся, дело передадут более опытным искателям приключений. Джерард говорит им, что они получили эту работу, потому что Лемия сказала, что они очень сильные. Плюс, если они справятся, то повысят свой ранг искателей приключений. Они очень рады, потому что повышение означает более интересные задания, чем просто уборка или перетаскивание камней. Когда они выходят из гильдии, то обсуждают, как далеко они продвинулись. Но тут Рин видит свои любимые фрукты и идет их купить. Но с прошлой недели, когда они стоили намного дешевле, цена сильно выросла. Продавец с грустью объясняет, что в последнее время продуктов поступает мало, из-за чего становится труднее достать все, что нужно, например, мясо, одежду и фрукты. Цены очень высокие, и ходят даже слухи, что на повозки, которые привозят товары, нападают монстры и дикие звери. Они надеются, что скоро все наладится. Несмотря на высокую цену, они решают купить немного любимых фруктов Рин, чтобы помочь продавцу. Тайчи и Рин обеспокоены услышанными новостями. Они даже начинают думать, что продукты, пропавшие с повозок, могут оказаться в трущобах, что может быть связано с их заданием. Пока они обсуждают это, из толпы за ними наблюдает кто-то в плаще. Когда наступает вечер, они идут в гостиницу в трущобах. Сначала никто не воспринимает их всерьез, потому что они одеты слишком нарядно. Они оглядываются и видят, что в таверне есть напитки и еда, которых не найти на обычном рынке из-за нападений. Тайчи не теряет времени даром и прямо спрашивает официанта об этих продуктах. Рин хочет знать правду, потому что они видят возможность заработать большие деньги, купив эти товары и продав их с огромной прибылью. Рин даже показывает официанту большой мешок с монетами, чтобы посмотреть, привлечет ли это его внимание и заставит ли рассказать правду. Это все подстроено.
устроено. Но вместо того, чтобы получить полезную информацию, жадные клиенты и хозяин таверны пытаются напасть на них. Но Тайчи и Рин легко справляются с ними. После этого они немного запугивают клиентов, чтобы те заговорили. Клиенты рассказывают, что парень, с которым они познакомились в пабе, пригласил их на работу, пообещав, что это будет хорошо. Но когда они пришли туда, то узнали, что там уже было нападение, и все, что осталось, это повозка и вещи внутри. Они взяли то, что смогли унести, а остальное оставили у входа в город. Тайчи хочет убедиться, что они не врут, когда вмешивается бармен. Он признает, что они получили только украденные вещи, которые обычно продаются здесь. Он предупреждает их, чтобы они больше не задавали вопросов, потому что это против правил, и говорит, что им лучше уйти. Чувствуя себя немного подавленными, Тайчи и Рин идут по темным улицам трущоб. Но потом они понимают, что за ними следят с самого утра. Они заманивают врага в ловушку и оказываются окруженными 3 наемными убийцами, которые, как выясняется, женщины. Тайчи считает, что это шанс получить больше информации, если они победят этих женщин, поэтому он решает драться серьезно, но все еще сдерживает свою силу. Тайчи сразу же побеждает одного из убийц, а Рин разбирается со вторым. Когда они уже готовы сразиться с последним убийцей, первый бросает дымовую шашку, и у них появляется возможность сбежать. Но они оставляют одного из своих, которого Тайчи вырубил. Теперь им еще больше интересно, что это за миссия, потому что наем убийц означает, что кто-то действительно не хочет, чтобы они расследовали нападение на игроков. Тайчи и Рин решают отвезти пойманного убийцу в гильдию для допроса. Они запирают его в камере, привязав к стулу. Когда он приходит в себя, Джерард первым заговаривает с ним. Он говорит, что они тайно привели его сюда, так что ей не нужно беспокоиться о том, что ее старые приятели придут за ней, чтобы заставить ее молчать. Но ей стоит подумать, почему Тайчи решил оставить ее в живых. После завершения миссии Тайчи и Рин получают повышение в звании. Мюллер приходит в гильдию, чтобы поздравить их. Они пользуются случаем, чтобы рассказать ей, что происходит. Несмотря на то, что они выполнили задание, цены все равно растут. Мюллер предлагает им объединиться и обещает достать Рин ее любимые фрукты без проблем. Перед тем, как они отправляются на задание, Мюллер объясняет, что на северо-западе воруют урожай, который скоро нужно будет собирать, и поэтому цены растут. К тому же этих воров защищает очень опытный маг, поэтому фермерам трудно их остановить. У гильдии сейчас много работы. Они должны следить за полями, ловить воров и мага, чтобы получить хорошую награду. Тайчи и Рин очень заинтересованы в этой миссии, поэтому они решают присоединиться к Мюллеру. Пока они идут, Мюллер очень рада, что они с ней. Эльфы обычно серьезные и строгие, поэтому люди не очень хотят с ними общаться. Это значит, что Мюллер большую часть времени приходится все делать самой. Так что она очень рада, что теперь у нее есть команда. Когда они приходят на поле, фермеры очень рады их видеть. Они счастливы, что кто-то пришел защитить их урожай и поймать этих надоедливых воров. Тайчи пожимает руку Касиму, который попросил о помощи. Но у Тайчи такое чувство, что с ним что-то не так, хотя он не может понять, что именно. Фермеры показывают им поля, чтобы они могли осмотреться. Внезапно посох Рин предупреждает ее об опасности. Сначала они думают, что это воры, но потом видят, что это что-то пострашнее. Из-за фруктовых деревьев выходят огромные огры и несколько орков. Группа не теряет времени и готовится защищаться. Тайчи и Мюллер готовятся к бою, а Рин сосредотачивается на защите всех. Мюллер легко справляется с орками, а Тайчи сражается с большим огром. Он использует 35% своей силы и наносит огромный удар, который сбивает огра с ног. Касим же просто наблюдает за всем этим, делая заметки, но выглядит он подозрительно. Когда наступает ночь, группа собирается, чтобы обсудить произошедшее. Рин прочитал, что огры и орки обычно не водятся в этих лесах, и Мюллер с ним согласен. Они не хотят делать поспешных выводов, но думают, что, возможно, их враги подослали этих существ. Сейчас им остается только ждать и наблюдать, как отреагируют враги на то, что произошло. Тайчи и Рин предлагают расставить ловушки, чтобы быстрее поймать врага, и Мюллер соглашается. Затем сцена меняется на более жуткую. В лесу лежит куча трупов. Какая-то женщина поглощает энергию мертвых тел в странный шар. Она собирается скормить его кому-то. Она надевает плащ-невидимку и готовится вскоре отправиться за группой Тайчи. Плененная убийца размышляет о том, почему Тайчи пощадил ее. Вместо того, чтобы убить ее, он решил оставить ее в живых и даже не рассказал об этом своим друзьям, чтобы ее не убили. В камеру входит Жерар и прерывает ее мысли. Он хочет знать, готова ли она помочь, предоставив им нужную информацию. Пока они патрулируют поля, Мюллер замечает на земле следы человека. Они идут по следам и находят кучу обгоревших веток,
что говорит о том, что воры были здесь недавно, потому что костер еще теплый. Рин использует свою магию, чтобы почувствовать, что поблизости находятся трое людей. Они идут по следу и находят парней, которые воруют фрукты. Их мага нигде не видно. Они легко побеждают парней, связывают их, а потом парни начинают жаловаться, что проиграли из-за того, что их маг сегодня не пришел. Касим поздравляет искателей приключений и снова пожимает Тайчи руку. Тайчи задерживает его руку в своей чуть дольше и говорит, что у Касима очень мягкие руки. Касим смущается и говорит, что это потому, что он босс и не занимается тяжелой работой. Но Мюллера и Рин его ответы не удовлетворяют. Они задаются вопросом, откуда он так много знает об ограх и орках в местности, где они обычно не водятся. Обычно такие знания есть только у искателей приключений. Касим чувствует себя загнанным в угол, а потом смеется, как злодей в кино. Он признается во всем. Оказывается, что весь план с нападением огров и орков и кражей фруктов был просто уловкой, чтобы привлечь внимание искателей приключений и проверить их навыки. Внезапно появляется Грэмми, маг, о которой мы слышали раньше, и снимает свой плащ-невидимку. Она сообщница Касима. Искатели приключений готовятся к бою. Грэмми сосредотачивается на Мюллере и Рин. Касим тем временем идет за Тайчи. Мюллер понимает, что они столкнулись с сумасшедшим противником, который получает удовольствие от сражений и рискует своей жизнью. Рин сдерживает Грэмми, пока Мюллер не восстановит силы. Грэмми в восторге, когда Рин использует на ней свою магию стихий. С другой стороны, Тайчи узнает, что Касим маг и призвал большое существо, чтобы сражаться за него. Это сильный противник, и Тайчи не может причинить вред ледяным элементалям, которых призвал Касим. Но существо может навредить ему. Он как будто попал в ловушку. Искателям приключений приходится нелегко с этими противниками, которые не только сильны, но и очень хитры. Мюллер снова в строю и сражается с Грэмми, но Грэмми не уступает ему в мастерстве владения мечом. Рин пытается помочь, но ей приходится прервать свои заклинания, чтобы не задеть Мюллера. Грэмми наслаждается каждой минутой этого боя и без труда побеждает Мюллера и Рин. Тайчи все еще сражается с ледяным чудовищем, но не может причинить ему вреда, поэтому просто старается не пострадать сам. Касим замечает, что у Тайчи нет элемента огня, как у Мюллера и Рин, поэтому он не может победить. Ситуация ухудшается, когда Касим достает красный шар. Он получил его от Грэмми, которая забрала жизненную силу других людей и поместила ее в шар. Он кормит этим шаром свое призванное существо, и оно становится в 3 раза больше и сильнее. Чудовище двигается быстрее и ранит Тайчи, делая его слабее. Касим начинает говорить как типичный злодей, объясняя свой план. Он хочет украсть силу Тайчи и собирается использовать Мюллера и Рин в качестве заложников. Если Тайчи не сделает то, что он говорит, он отдаст их плохим людям, которые сделают с ними ужасные вещи. Измученные Мюллер и Рин не могут противостоять силе Грэмми. Но вдруг происходит нечто удивительное. Они встают, и кажется, что они не так устали от битвы. Оказывается, это было испытание, чтобы они стали лучше сражаться и чтобы Грэмми увидела, на что они способны. Теперь они дают отпор. И уже Грэмми приходится нелегко, когда они используют новые приемы. У Рин есть меч с молниями, которым она сражается с Грэмми. Мюллер отражает все атаки Грэмми, а затем Рин использует свои научные знания, чтобы создать мощный торнадо, который действительно ослабляет Грэмми. Мюллер заканчивает дело и наносит Грэмми довольно сильный удар. Грэмми сдается, но предупреждает, что когда поправится, вернется еще сильнее. Появляется Касим и приказывает им сдаться. Он говорит, что если они не сдадутся, он прихлопнет Тайчи, который ранен и без сознания. Теперь Тайчи в беде. Он расстроен, потому что обещал защитить Рин и вернуться с ней в их мир. Но теперь ему приходится смотреть, как они становятся заложниками Касима. Это невыносимо, и он закрывает глаза. В полусне он видит странный зеленый свет и слышит голос, который слышал уже несколько дней. Голос спрашивает, хочет ли он получить силу, и хотя это может иметь последствия, Тайчи все равно отвечает «да». Голос представляется как Ариэль, дух ветра. Прежде чем Тайчи просыпается, свет превращается в силуэт женщины. Когда Тайчи просыпается, он удивляет всех, особенно Касима. Он встает и выглядит так, будто даже не ранен. Огромное существо бросается на него, но он не ранен. Касим впадает в отчаяние и приказывает существу напасть снова, но Тайчи легко останавливает его атаки и заставляет исчезнуть, используя свою силу ветра. Касим и Грэмми понимают, что у них большие проблемы, и пытаются убежать. Но сила, которую Тайчи получил взаймы, уже на исходе, и теперь он очень слаб. Тем не менее, ему удается нанести удар, который отрубает Касиму руку, и тот падает.
Касиму и Грэмми удается сбежать, но Грэмми кажется взволнована происходящим. Очнувшись в доме Лемии, Тайчи узнает, что он был без сознания неделю, потому что потратил всю свою магию в бою. Рин и Мюллер привезли его туда, потому что он не приходил в себя 3 дня. Лемия заботится о нем и кормит, чтобы он быстрее поправился. Она говорит ему, что он должен поблагодарить Рин и Мюллера за заботу. Тайчи и Лемия обсуждают то, что произошло в лесу. Лемия понимает, что зверь был таким сильным из-за сферы, которая называется Багряный договор. Это очень сильное проклятие, которое делает вещи еще могущественнее. Тайчи также упоминает, что ему помогла некая Ариэль, и это удивляет Лемию. Она говорит, что теперь они могут понять, какой он волшебник. Касим докладывает своему боссу, загадочной женщине по имени Лара, о том, что произошло во время его миссии. Несмотря на потерю руки, Лара довольна информацией, которую собрал Касим. Теперь Ларе нужна помощь Грэмми для следующей миссии Касима. Он ставит на руку Грэмми татуировку в виде паука, чтобы контролировать ее. Затем входят несколько девушек и напоминают ему, что начинается фестиваль. Затем Лаудра оставила приглашение на стопке бумаг и ушла. Лемия объясняет Тайчи, что он призыватель, а это значит, что он может заключать договоры с определенными духами, чтобы получить доступ к еще более мощным заклинаниям. Эта информация сбивает Тайчи с толку, но помогает ему понять, кто такая Ариэль. Поговорив с Альменой, он решает найти Мюллера и Рин, чтобы сообщить им, что он очнулся. По пути он вмешивается в ситуацию, когда двое мужчин пристают к женщине. Женщина использует его появление как предлог, чтобы притвориться, будто он тот, кого она ждала. Тайчи отпугивает мужчин, но он понимает, что на самом деле женщине ничего не угрожает, потому что она легко от них сбежала. Она представляется как Анастасия, бывшая наемная убийца, которую Тайчи поймал в трущобах. Теперь она работает на гильдию и участвует в расследовании краж. Анастасия и Тайчи направляются в особняк, связанный с кражами, и вступают в бой, побеждая всех, кто там находится. В поисках полезной информации Тайчи находит приглашение, оставленное Лаудрой и Касимом. Вечером Мюллер и Рин гуляли по рынку. Они только что закончили важное дело. Мюллер видел, что Рин беспокоится о Тайчи, но Рин сказал, что с Тайчи все будет в порядке и им нужно сосредоточиться на своей задаче. Пока они были на рынке, какие-то люди спорили о повышении цен. Мюллер и Рин почувствовали, что за ними кто-то следит. Они попытались обмануть преследователя, но тот сразу же напал на них. Это вызвало большой переполох на рынке. Когда они сражались с первым нападавшим, то поняли, что ему помогают еще 3. Так что их стало 2 против 4. Но тут внезапно появилась Грэмми в своем плаще-невидимке. Грэмми вырубила Мюллера и унесла его, сказав, что ей это не нравится, но так приказал ее лидер. Рин попыталась догнать Грэмми, но остальные 4 нападавших остановили ее. Они должны были убедиться, что Грэмми сможет сбежать с Мюллером, поэтому Рин не стала преследовать Грэмми. Для Рин это была непростая ситуация. Тем временем Анастасия и Тайчи оказались в темных подземных туннелях. В приглашении говорилось, что под городом Эйспер обитает множество гоблинов, связанных красным договором. Они знали, что должны помешать гоблинам добраться до города. Анастасия открыла дверь с помощью булавки, чтобы убедиться, что она не заперта. Затем Тайчи сказал ей, что когда он поймал ее, он надеялся, что она сможет жить нормальной жизнью, и был недоволен, что теперь она работает на гильдию. Но он все равно поблагодарил ее за помощь, и она была очень тронута. Она сказала ему называть ее Анна, показывая, что они становятся ближе как друзья. Тем временем Рин все еще не может справиться со своей ситуацией. Она очень разозлилась и решила использовать свои особые способности, чтобы победить людей, которые доставляли ей неприятности. После этого ее ждал большой сюрприз. Появилась Грэмми, и оказалось, что она пришла не для того, чтобы сражаться с Рин, по крайней мере не сегодня. Босс Грэмми хотел использовать красный договор на Мюллере, и Грэмми была против. Она считала Рин и Мюллера своей добычей и хотела сама их победить. Грэмми сообщила Рин точное место, куда нужно идти, и у них была общая цель. Рин не теряла времени. Она поспешила к башне, где держали Мюллера. Когда она пришла, то увидела Мюллера в центре красного круга, окруженного магами, которые планировали использовать его в качестве жертвы. Рин быстро среагировала, обездвижив магов и остановив ритуал. Она спасла Мюллера как раз вовремя, но их облегчение было недолгим. Неожиданно появились Лаудра и Касим. Лаудра знала, что Грэмми расскажет, где они находятся. Он не хотел сражаться и пришел только для того, чтобы передать мрачное известие. Он сказал, что армия из 3 монстров с багряным договором собирается напасть на город и уничтожить все на своем пути. Хуже всего было то, что Тайчи был где-то далеко и не знал о надвигающейся опасности. Информация, которую они нашли в особняке, действительно оказалась ловушкой. Анастасия подошла к двери и случайно наступила на красный магический круг, который вызвал могущественного голема. Их положение стало еще более опасным.
Касим был недоволен решением своего босса атаковать город изнутри и снаружи. Но Лаудра была непреклонна, настаивая на том, что это жертвы, на которые они должны пойти ради главной цели. Тем временем Тайчи и Анастасия сражались с могущественным големом, который чуть не убил ее. Тайчи вовремя вмешался и использовал свои силы, чтобы победить голема. Их удивило, что у голема не было ядра, что было очень необычно, потому что у всех големов оно есть. Внезапно в комнате раздался голос девочки, и открылась еще одна дверь, за которой оказалась комната, полная гоблинских яиц. Две маленькие девочки-близняшки радостно назвали это место комнатой Милы и Милы. Мюллер и Рин, не теряя времени, сообщили Жерару о надвигающейся атаке. Жерар немедленно созвал собрание всех авантюристов и стражников в Аспире. Он был очень обеспокоен, потому что в городе не хватало ресурсов, чтобы выдержать осаду. Эта опасная ситуация возникла из-за хорошо спланированных нападений монстров на караваны. Хотя Джерард надеялся, что Тайчи будет с ними, Мюллер и Рин заверили его, что они вместе с гильдией авантюристов сделают все возможное, чтобы защитить город. Я присоединюсь к их разговору. Она сказала, что почувствовала сильную магическую энергию и решила отправиться в город, опасаясь худшего. Она предложила заменить Тайчи, пока его нет, и это укрепило их решимость защищать Аспир. Тайчи был с двумя девушками, которые с гордостью сказали ему, что они создали специальную комнату и большого голема, а значит, они маги Земли. Они пришли освободить гоблинов, которым приказали делать плохие вещи с женщинами, есть детей и мужчин. Тайчи пытался убедить их остановиться, потому что это могло затронуть и их. Но девушки показали ему блестящий шар, с помощью которого они могли управлять гоблинами. Не дожидаясь, девушки разбудили гоблинов, и те стали очень сильными благодаря Красному пакту. Тайчи пришлось сражаться с ними, и он попросил Анастасию быть осторожной, пока он разбирается с гоблинами. Тайчи победил гоблинов, но не использовал всю свою силу, потому что не хотел разрушить комнату, в которой они находились. Но сколько бы гоблинов Тайчи не победил, девушки продолжали их будить. Они думали, что гоблины не причинят им вреда, потому что у них был шар. Но гоблины попытались напасть на девушек, и ужас, шар разбился. Теперь Тайчи должен был защищать девушек. Он спросил, сколько гоблинов было снаружи. Но они не знали, потому что гоблины были по всему городу. Тайчи оставил девушек с Анастасией, и им пришлось защищаться от гоблинов вместе. Тайчи должен был защитить этих трех девушек любой ценой. В гильдии все, включая охранников, беспокоились о них. Один из охранников принес новость, что северная крепость пала под натиском монстров. Теперь в гильдии отряде охраны осталось всего 180 человек, а против них была огромная орда из 3 монстров. Ситуация стала еще сложнее, потому что Лемее нужно было использовать свою магию, чтобы справиться с монстрами, но это отнимало половину ее магической силы. Но Рин придумала, как помочь. Она вспомнила кое-что из своего старого мира и предложила использовать магию земли, воды и огня вместе, чтобы устроить большой взрыв. Хотя остальные не понимали, как это работает, они доверились Рин. Все собрались у входа в город и ждали появления монстров. Рин начала действовать, и это сработало против первого ряда монстров. Все были поражены, хотя Рин немного устала, но она была полна решимости продолжать сражаться. Они атаковали второй ряд монстров, и Лемея помогла им, уничтожив большую часть. Но когда казалось, что они победят, солдат сказал Джерарду, что приближается еще одна группа монстров, на этот раз багрово-красных и в 2 раза сильнее. В этот момент появились Тайчи, Анастасия и 2 девушки, Мила и Милоу. Мюллер, Лемея и Рин сражались с оставшимися монстрами, а девочки защищали Лемею, пока она готовилась к мощной атаке. Их план сработал, и они победили всех монстров, кроме 3 самых сильных. Девочки решили сразиться с каждым из них. Тайчи вместе с Милой и Милой наконец добрались до поля боя. Но Рин оказалась в трудном положении. Она потратила много магии и была слишком слаба, чтобы сражаться с противником. Ее друзья были заняты другими монстрами, поэтому не могли ей помочь. Рин подумала, что это конец, и хотела хотя бы поблагодарить Тайчи за все, что он сделал. Но тут появился Тайчи и спас ее от огромного монстра. Мюллер подбежал к Рин и крепко обнял ее, радуясь, что она в безопасности. Тайчи объяснил Лемее, что происходит под землей, и попросил ее позаботиться о Мюллере и Рин, пока он будет сражаться с великаном. Он собрал все свои силы и мощным ударом сразил великана. Лемея заметила Мила и Милу и спросила, кто они такие. Тайчи сказал, что они талантливые маги Земли. Он попросил их работать вместе, чтобы победить оставшихся монстров, пока он будет сражаться с 2 последними великанами. Пока все это происходило, Лаудра наблюдала за Тайчи и восхищалась его силой. Но они были готовы к такому повороту событий и скоро собирались сорвать фестиваль. Они работали на того, кто предвидел все эти события.
В штаб-квартире гильдии солдат принес новости с поля боя. Анастасия, которая осталась помогать раненым, услышала, как Жерар разговаривает с солдатом. Она очень беспокоилась за Тайчи, потому что он был единственным, кто относился к ней как к человеку, а не как к инструменту. Он спас ее и дал шанс на нормальную жизнь, о которой она так мечтала. Но тут фигура в капюшоне наложила на нее заклятие и что-то прошептала ей на ухо. Анастасия почувствовала, что должна бросить все и пойти на поле боя. Авантюристы продолжали сражаться, используя свое оружие против нескончаемого потока малиновых существ, которые не собирались останавливаться. Они сражались изо всех сил, чтобы защитить город. Каичи, у которого было 100% энергии, смог победить всех вождей огров. Но это отняло у него много сил. Он подумал, что главные угрозы устранены, и решил немного отдохнуть. Но это оказалось большой ошибкой. Земля вдруг задрожала, и ему пришлось взлететь, чтобы не провалиться в открывшуюся огромную яму. Из-под земли вылезли острые когти и уничтожили тела огров. Лемюэль очень встревожилась, увидев, что происходит. Затем из глубины появился двухголовый золотой дракон. Это удивило Лемюэль и остальных, потому что обычно эти драконы жили в подземных гнездах и не вмешивались в людские войны. Но теперь они вмешались в их войну. Рин заметила на поле боя незнакомую женщину, но она не обратила на нее особого внимания. Тайчи был также удивлен появлением дракона. Лемюэль объяснила, что по какой-то причине дракон проснулся. Хотя человеческие войны обычно их не беспокоили, Тайчи знал, что ему придется сразиться с этим могущественным драконом. Он велел остальным вернуться в город и приготовиться к эвакуации на случай, если все пойдет плохо. Рин оставляет Мила и Мюллера, но Рин решает остаться с Тайчи и помочь ему в битве. Тайчи рад, что Рин рядом, но он просит ее не вмешиваться, потому что не хочет причинить ей боль, когда использует свою силу. Тайчи поднимается к дракону, надеясь использовать воздушную силу, но дракон не отвечает. У него нет выбора, кроме как сражаться с помощью своей нынешней силы. Его первая атака не срабатывает. Рин пытается помочь, но другая голова дракона останавливает ее. Рин приходится отступить. Хотя Тайчи очень быстр, дракон ранит его и ослабляет. Но Тайчи замечает, что дракон не использует всю свою силу и задается вопросом, почему такое сильное существо вообще проснулось. Внезапно к Тайчи подходит Анастасия. Она не хотела вмешиваться, но когда Тайчи ругает ее за то, что она здесь, она приходит в себя. Анастасия говорит, что не собиралась вмешиваться, но другая голова дракона готовится к атаке и стреляет в них. Тайчи ранен и не может увернуться. Анастасия отталкивает его в безопасное место, и дракон ранит ее. Ей очень больно, и несмотря на попытки Тайчи помочь, Анастасия умирает у него на руках. Перед смертью она просит Тайчи стать ее другом и улыбается, потому что рада, что встретила такого доброго человека, как он. Отчаянный, злой и грустный Тайчи кричит от боли. Он очень расстроен, потому что не смог защитить Анастасию, хотя обещал, что не даст ей пострадать. Он продолжает просить силу, но Ариэль не отвечает. Но он не сдается. Он продолжает пытаться, пока наконец не привлекает ее внимание. Ариэль наконец появляется и предлагает Тайчи свою силу, потому что его сильные чувства – это приказ для нее. Теперь Тайчи может видеть настоящую форму Ариэль, и ему очень жаль, что он не смог помочь ей раньше. Но есть правило, что духи не могут использовать свою силу без приказа призывателя. А Тайчи – призыватель. Раньше они не заключали официального соглашения. Но в первый раз, когда Тайчи был в опасности, Ариэль сделала исключение и помогла ему. Тайчи понимает, что боялся использовать свою истинную силу, но теперь он знает, что она нужна ему, чтобы защитить всех, особенно тех, кто ему дорог. Поэтому он решает заключить договор с Ариэль. Они заключают договор, выполнив два условия. Тайчи должен попросить Ариэль дать ему силу, и он должен быть готов принять ее. Тайчи оставляет Анастасию и Рин, и теперь он полон новой силы и готов снова сразиться с драконами. Драконы впечатлены его силой и решимостью. Когда Тайчи спрашивает, зачем они пришли и что ему нужно сделать, чтобы они ушли, они отвечают, что ответят на его вопросы, если он покажет им свою истинную силу. Тайчи соглашается, и драконы становятся серьезными. Оба дракона нападают на Тайчи изо всех сил. Но Тайчи, используя свою удивительную силу, не только защищается, но и наносит удар дракону в спину. Драконы, кажется, довольны тем, как все обернулось. Они говорят ему, что их послал кто-то, кто хотел, чтобы Тайчи использовал свою силу. Перед уходом драконы предупреждают его. Они говорят, что этот человек будет направлять его, поэтому ему нужно стать еще сильнее. Они объяснили, что произошедшее сегодня было важно для их мира, а потом ушли. Вадра возвращается, чтобы поговорить с женщиной, лицо которой закрыто вуалью. Оказывается, Тайчи прошел испытание, которое они ему устроили. Теперь
ему нужно продолжать помогать им. После нападения монстров и большой битвы прошло некоторое время. Жизнь в Эйспире постепенно вернулась в нормальное русло. Больше не было нападений монстров на товарные поезда, и цены тоже вернулись к прежнему уровню. Это было небольшим утешением для всех, кто потерял кого-то во время нападения, доказательством того, что они сражались не напрасно. Тайчи часто приходил на могилу Анастасии. Он оставлял цветы и немного с ней разговаривал. Вернувшись домой к Леме, Тайчи позвал Ариэль, чтобы показать свои способности друзьям. Они мило беседовали, когда увидели приближающуюся королевскую карету. Оказалось, что это была посланница короля Гилмера по имени Эльсина. Она сказала, что король хочет, чтобы они приехали в столицу Венификс, потому что им нужна их помощь. Поскольку король их позвал, у них не было выбора, кроме как поехать. Они сели в королевскую карету и по дороге узнали о проблеме, происходящей во дворце. Последние 30 лет магическим королевством Алиста управляли две фракции. Одна группа поддерживала короля Гилмера, а другая его младшего брата, герцога Дардесхайма. Король Гилмер получил свою власть законным путем и вел переговоры с другими странами, чтобы наладить с ними отношения. Поэтому король отправлял своих магов в другие страны. Но его младшему брату это не нравилось. Герцог был старомоден и не хотел делиться своими магическими знаниями или сотрудничать с другими странами. Он считал, что это ослабит его страну. Герцог решил устроить мятеж, и это вскоре привело к большой войне. Поэтому король Гилмер попросил помощи у Тайчи и его друзей. Когда они наконец добрались до столицы Венификса, они были удивлены. Город сильно отличался от Аспера. Он выглядел очень красиво, но людей почти не было видно. Те немногие, кого они встретили, убегали в свои дома, как только видели их. Леме вела себя подозрительно и расспрашивала Альцину о том, зачем королю понадобилось встретиться с Рин и Тайчи. Но Альцина сказала, что это пустяки и что король просто хотел их увидеть. Она казалась взволнованной, а потом внезапно в них ниоткуда полетела стрела. Но они были начеку и увернулись от нее, а также спасли Альцину. Солдат, который должен был избавиться от группы, доложил своему начальнику, герцогу Дардесхайму, что у них ничего не вышло. Группа вместе с Альциной добралась до замка. Когда они вошли в тронный зал, то увидели, что чиновники смотрят на них с презрением. Альцина представила их Белле, главному магу короля, и генералу Сумелле, командующему королевской армией. Шарлотта, дочь короля, тоже была там. Наконец вошел король, и все вели себя очень вежливо и почтительно, кроме Лемьи. Лемя хотела, чтобы король был откровенен и не ходил вокруг да около. Это удивило всех в зале, потому что она была такой смелой. Король велел Сумелле и Белле вывести группу из зала. Похоже, король и Лемия знакомы, поэтому они не особо церемонятся. Лемия собирается помочь королю, если он согласится на некоторые ее условия. Король соглашается и просит Эльзину заняться остальными делами. Но перед тем, как уйти, Лемия хочет, чтобы король рассказал правду о том, зачем он вызвал Тайчи и Рин. Он говорит, что сделал это, потому что ему нужна была их невероятная сила, чтобы остановить восстание, и просит прощения. Тайчи очень недоволен королем. Он считает, что король поступил эгоистично, приведя их из их мирного мира, где не было войн и сражений, и заставил их сражаться за него. Но сейчас они ничего не могут сделать, и король говорит, что возьмет всю вину на себя. Группу отводят в их комнаты, где они будут жить. Рин находится в комнате Тайчи, и они обсуждают, что они думают о короле. Затем к ним в дверь стучится Альсина и говорит, что кто-то хочет с ними поговорить. Оказывается, это принцесса Шарлотта. Она говорит, что ей очень жаль и что это она призвала их в этот мир. Она объясняет все, начиная с того, что она может управлять временем и пространством. Ей очень жаль, что она забросила их в мир полный монстров и не сразу их нашла. Альсина пытается сказать, что это была идея короля, но принцесса говорит, что хоть у нее и были сомнения, она хотела защитить свой народ и страну, как и ее отец, поэтому согласилась их призвать. Принцесса Шарлотта объясняет, что изначально в этот мир должна была попасть только Тайчи, но брат ее отца послал убийцу, который испортил заклинание, и Рин тоже оказалась здесь. Они спрашивают, есть ли способ вернуться домой, но Шарлотта говорит, что это невозможно, по крайней мере для нее. Заклинание можно использовать только один раз в жизни, а маги, которые могут призывать духов как Тайчи, встречаются очень редко, может быть 1 на миллион. Но Шарлотта обещает, что когда они покончат с восстанием и все уляжется в королевстве, она найдет способ отправить их обратно в их мир. Тайчи и Рин не злятся на это, наверное, потому что она милая девушка, а не старик, и они верят, что она сдержит свое слово. Они подружились с тех пор, как оказались здесь, и знают, что она заботится о своем народе. Поэтому они хотят помочь прекратить войну и вернуться домой, когда все будет хорошо. Их разговор заканчивается, когда Лемия просит Тайчи выйти с ней на
на улицу. Сумела устраивает бой с Тайчи, чтобы проверить, насколько он силен. Она не сдерживается и сразу нападает на него. Лемия предложила устроить бой, потому что солдаты Сумелы не доверяют им, думая, что они не смогут сражаться. Итак, Сумела, которая известна как сильнейшая в мире в физическом бою, выкладывается на полную, чтобы проверить Тайчи. Тайчи хочет позвать Ариэля на помощь, но не делает этого. Вместо этого он начинает привыкать к бою и справляется с Сумелой, что всех удивляет. Он даже побеждает ее, и она сдается. Она извиняется за испытание, а потом говорит что-то очень странное. Она просит Тайчи жениться на ней или спрашивает, есть ли у него жена. Она говорит, что могла бы стать его второй женой. Тайчи удивлен и нервничает, особенно когда она говорит о том, что у нее 3 детей, но он сразу же отвечает, что нет. Позже вечером Тайчи остается один, поэтому он зовет Ариэль, чтобы показать ей красивые виды королевства. Но Ариэль понимает, что что-то не так, и видит, что он расстроен. Тайчи говорит ей, что боится причинить кому-нибудь боль, потому что он очень сильный, особенно учитывая, что им предстоит сражаться с людьми, а не с монстрами. Он также беспокоится, что Рин придется причинять людям боль, и хочет, чтобы она вернулась домой целой и невредимой, без крови на руках. Ариэль успокаивает его и помогает почувствовать себя лучше. После этого Тайчи заходит в комнату Рин, потому что она неплотно закрыла дверь и случайно видит ее в одном нижнем белье, когда она выходит из ванной. Это неловкий момент. Принцесса Шарлотта снова молится за безопасность Тайчи, когда ее находит кардинал Лаура и говорит, что все будет хорошо, но он стоит за нападением монстров, и никто об этом не знает. На следующий день Тайчи идет в королевский сад и говорит Рин, что Лемия хочет, чтобы они присоединились к встрече с королевской армией по поводу войны. Рин занята уходом за растениями, которые засохли, потому что их игнорировали. Где-то в другом месте герцог обсуждает со своими подчиненными план сражения, хотя не все согласны. Они оставляют план битвы Нилгану, и Марс не очень доволен этим, потому что хочет избавиться от Тайчи и Рин. Нилган считает, что нужно немедленно начать войну и захватить королевство. Но герцог надеется, что Тайчи и Рин не испортят их планы. Король знает, что вражеская армия готовится к наступлению. Гилмер приказывает Сумеле и Белле подготовить солдат и магов к битве. Сумела должна объяснить план сражения группе авантюристов. Лэми думает, что это может быть уловкой, потому что армия братьев нападает всего с 1000 солдат, а у королевства их 3. Сумела говорит, что они будут осторожны на всякий случай. Тайчи и Рин не совсем понимают, о чем идет речь, потому что они никогда раньше не участвовали в войне. Мюллер говорит, что все будет хорошо, если они будут делать то, что им говорят. Тайчи говорит, что это отличается от сражений с монстрами, потому что им придется причинять боль другим людям. Но Лемье напоминает им, что в этом мире либо ты бьешь, либо бьют тебя, будь то люди или монстры. После обсуждения плана Тайчи и Рин говорят, что им нужно отдохнуть, потому что завтра рано вставать. Тайчи идет к Рин, но решает не говорить о том, что у него на уме. Когда он собирается уходить, Рин останавливает его и спрашивает, может ли он остаться в ее комнате на ночь, потому что она нервничает из-за всей этой ситуации. Она говорит, что чувствует себя так же, как перед теннисным матчем, но сейчас война, и она не хочет, чтобы кто-то погиб, даже если это война. Тайчи предлагает ей не идти в бой, потому что она не была изначально призвана. Но Рин настаивает, говоря, что она сама решила войти в призывающий круг и теперь хочет защитить своих друзей и положить конец войне. Мюллер и Лэми тоже говорят о предстоящей войне и о том, как они волнуются за Тайчи и Рин. Но их разговор прерывается, когда Лемия чувствует, что рядом кто-то есть. Это убийца, посланный герцогом Дардейхемским, чтобы убить Тайчи и Рин. Он не хочет, чтобы Милан получил всю славу за победу в битве. Убийца заходит в комнату, где должны быть Тайчи и Рин, и вонзает нож в кровать, думая, что они там. Но Тайчи почувствовал его присутствие, и они нападают на убийцу. Он нападает на Рин, но ему удается только отрезать ей волосы. Это очень злит Тайчи, и он бросается на убийцу, словно хочет его убить. Он не боится ни боли, ни смерти, но боится потерять людей, которых обещал защитить. Как это случилось с Анастасией? Лемия останавливает Тайчи, чтобы он не причинил убийце вреда, думая, что они смогут что-то узнать от него. Но оказывается, что убийца не хочет говорить. Он вырывается из рук Тайчи и, спрыгнув с балкона, проглатывает таблетку, которая его убивает. На следующий день вражеские войска готовы к бою, но и королевство тоже. Тайчи идет первым и с помощью Ариэля создает большую яму в земле, из-за чего вражеской армии приходится идти в обход, чтобы добраться до них, и они становятся легкой мишенью. Но Лемия выглядит обеспокоенной, когда видит, что у вражеских солдат мало снаряжения, и, возможно, они недооценили своих противников. Все вражеские солдаты могут атаковать на расстоянии с помощью стихийной магии, что всех удивляет, потому что они не ожидали, что среди них будет так много магов. Лемия сканирует и выясняет, что у них на пальцах кольца, и объясняет, что в них есть магические камни, которые могут творить простые заклинания. Но солдаты используют кольца безрассудно, не понимая, что чем больше силы они тратят,
тем больше жизненной энергии у них уходит, и в итоге это может их убить. Авантюристы хотят помешать врагам погибнуть такой ужасной смертью, но солдаты Сумелы не хотят им мешать. Они думают, что если враги умрут без их вмешательства, то битва будет легче. Однако Сумела и Белла маги не хотят, чтобы их враги погибли напрасно, поэтому они поддерживают план группы по прекращению расхода жизненной энергии из колец. Лимия придумывает план, для которого нужна помощь Рин. Тем временем вражеские солдаты продолжают атаковать, хотя большинство из них заметно ослабли из-за расхода энергии. Их лидер Нильген призывает их не сдаваться и сосредоточиться на Рин и остальных. Ариэль создает защитный барьер, чтобы защитить их, а Мюллер защищает Рин от любых атак, которые могут пройти сквозь барьер, позволяя Рин сосредоточиться на заклинании. Лимия вместе с другими магами создает серые тучи, чтобы пошел дождь, а затем Рин использует молнию, чтобы ударить по земле, где стоят ослабленные вражеские солдаты. Это вызывает массовое поражение электрическим током, которое сильно ослабляет всех. Инимус, правая рука и советник герцога, прибывает на место и впечатлен хитроумной стратегией Рин. Нильген отчаянно просит Инимуса воскресить всех и обвиняет его в том, что он дал им магические камни, утверждая, что это принесло бы ему победу. Однако Инимус убивает Нильгена, считая его бесполезным неудачником. Сражение заканчивается победой над вражескими солдатами, что приносит облегчение всему королевству. Однако Касим все еще недоволен похвалой Тайчи и показывает Граме зловещую на вид статую, намекая, что это приведет к гибели Тайчи. На следующий день Рин заходит в комнату Тайчи, чтобы разбудить его. Увидев ее, он хочет сделать комплимент ее красоте, но вместо этого выбегает из комнаты, чтобы его вырвало. Оказывается, накануне он переел, и у него проблемы с пищеварением. Лемия и Мюллер тоже заходят в комнату Тайчи и сообщают, что король Гилмер вызывает их в большой королевский зал. Король Гилмер при всех поздравляет их с выдающимся выступлением на поле боя. Принцесса Шарлотта выражает желание наградить их за храбрость. Она предлагает им высококачественное оружие и предметы из королевского дома, и они с радостью принимают их. Каждый выбирает себе оружие, которое больше всего привлекает его внимание. Тайчи сразу же привлекает внимание Катана, и он без колебаний выбирает ее. Принцесса объясняет, что меч был выкован не в их стране, и солдаты отказываются его использовать из-за тонкого лезвия. Каичи понимает, что в мире, где преобладают мечи и другое крупное оружие, катана может быть не самым популярным выбором. Однако он считает, что владеть катаной – мечта каждого мужчины. Итак, вооружившись выбранным оружием, Сумела предлагает Тайчи устроить тренировочный бой, и Лемия соглашается. Лемия проверяет свое кольцо, которое она получила, и остальные, увидев потрясающую демонстрацию силы, тоже решают попробовать свое оружие. Первоначальной целью Сумелы было снова сразиться со своим предполагаемым будущим мужем Тайчи. Но ему удается сбежать, потому что он теряет сознание от сильной тряски, вызванной Сумелой, потому что он все еще не оправился от несварения желудка. На рынке Тайчи чувствует на себе множество взглядов, думая, что это из-за Ариэль, и все смотрят на нее. Но кроме Тайчи никто ее не видит. На самом деле они смотрят на него, потому что он защитил город накануне. Даже дети подбегают к нему, чтобы познакомиться и пожать руку. Когда он собирается вернуться на тренировочную площадку, он чувствует присутствие Касима, который выходит из тени. Тайчи удивлен, что у Касима нет руки, но Касим напоминает ему, что это он виноват в этом. Тайчи не знал об этом, потому что в тот момент был ослеплен гневом и потерял сознание. Касим хочет вызвать Тайчи на дуэль и предлагает ему сразиться, но Тайчи хочет избежать этого, чтобы не втягивать невинных людей. Но если Тайчи откажется, Касим подмешает яд в городской колодец. У Тайчи не так много вариантов, кроме как пойти с ним в уединенное место для боя. Рин и Мюллер сражаются на тренировочной площадке королевства, демонстрируя свое новое оружие. Лемя разговаривает с генералом Сумелой. Генерал Сумела хотела успокоить солдат, поэтому предложила устроить тренировочные бои. Она слышала, что герцог подготовил часть своей армии, и, возможно, им придется отправиться на битву этой же ночью. Теперь Касим показывает Тайчи проклятую статую, которую ему дала Лаудра, его начальница. Она должна была уравнять их силы, уменьшив мощь Тайчи до уровня Касима, чтобы бой был честным. Касим сказал, что Тайчи повезло, что ему не пришлось так усердно тренироваться, чтобы стать сильным. Поэтому в их поединке победит тот, кто больше тренировался. Ариэль пытается остановить Тайчи, беспокоясь, что его сила может никогда не вернуться. Но Тайчи соглашается на поединок. Ариэль разозлилась и ушла, но потом передумала и стала наблюдать за поединком. Касим уже активировал статуи, и теперь они сражались друг с другом ударами и магическими заклинаниями. Оба сильно пострадали. Касим подумал, что это его последний шанс. Тайчи забеспокоился, не зная, как остановить его. Но потом он вспомнил все свои тренировки.
Тайчи схватил катану и отразил атаку Касима, отбросив его к стене. Касим понял, что не сможет победить, поэтому сдался и отпустил Тайчи. Он сказал Тайчи, что тот сможет вернуть свою силу, если уничтожит артефакт. Внезапно артефакт засветился, и из него появился жуткий черный призрак и напал на Тайчи. Хасан подумал, что Лаудра что-то с ним сделала. Тайчи попытался ударить его, но это не сработало. Он был в тупике. Но тут появилась бабушка и защитила Тайчи. Она разбила артефакт. Но призрак не исчез. Тайчи понял, что нужно делать, и использовал свою огромную силу ветра, чтобы избавиться от странного существа и вернуть себе силы. Позже Тайчи хотел поговорить с Касимом, но бабушка сказала, что Касим очень сожалеет, что недооценил Тайчи, и теперь его гордость уязвлена. Грэмми объясняет, что Касим знал, что нужно делать, чтобы стать сильным, и ценил людей, которые усердно трудились. Единственное, о чем Касим сожалел, это о том, что не разглядел раньше удивительные способности Тайчи. Пока Касим отчитывал Грэмми за то, что она так много говорит, Тайчи сказал, что у него был очень строгий учитель, который сделал его таким, какой он есть сейчас. Грэмми помогает Касиму встать, чтобы он мог уйти. Когда они уже собирались попрощаться с Тайчи, началась большая суматоха. В городе был хаос, все бежали и прятались, потому что армия повстанцев объявила войну. Лаудра разговаривает со своей наставницей Леди Шейд и объясняет, что дал Касиму кое-что, что поможет ему отомстить. Она сказала, что все идет по плану, и они готовы к следующему этапу. Когда все готовятся к большой битве, Тайчи находит Рин. Он пообещал, что защитит ее несмотря ни на что, но она заставила его пообещать, что тоже будет сражаться, и они будут защищать друг друга, на что Тайчи согласился. Начинается день, и все готовятся к большой битве, которая решит судьбу королевства. Герцог готов сразиться со своим братом, чтобы захватить королевство. Он спрашивает Инимуса, уверены ли они в победе, и Инимус уверяет его, что они победят. У них есть марширующие отряды и несколько сильных бойцов, которые будут сражаться с магами королевства во время битвы, а у Инимуса есть план, как разобраться с Тайчи. Король Гилмер обращается к солдатам. Он говорит им, чтобы они были сильными и сражались за народ королевства. Они вступают в бой, и он очень масштабный и напряженный. Маги королевства помогают, уничтожая некоторых плохих парней. Тайчи, используя силу ветра, летит в лагерь противника, чтобы разобраться с солдатами. Теперь у каждого искателя приключений есть свой противник. Рин сражается с этой гиперактивной девушкой по имени Сузара, Мюллер сражается с Марсом, который пытается быть очаровательным, а Лемия, которую называют магом опавших листьев, сражается с могущественным магом Мистфолусом. Тайчи отправляется поговорить с герцогом. Он говорит, что он посланник короля и хочет мира. Он говорит, что и герцог, и король должны подумать о людях королевства и не воевать. Он говорит, что если они сдадутся, король пообещал их не трогать. Но если они не сдадутся, Тайчи легко сможет доставить герцога к королю. Герцог, кажется, раздумывает. А потом Инимус использует магию, чтобы подчинить себе солдат снаружи. Лемия, несмотря на то, что ей казалось было трудно из-за силы мисс Фолос, на самом деле придумывает новое заклинание на месте. Она удивляет мисс Фолос, которая уже пострадала от ее атаки, а затем использует очень мощное заклинание, чтобы избавиться от него навсегда. Мюллер, с другой стороны, очень злится на Марса за то, что тот посмеялся над мисс Фолос, которая должна была быть его товарищем. Поэтому, когда Марс обезоруживает ее, она достает кинжал и убивает Марса. То есть она его убивает. Тайчи говорит Дардесхайму о мире, но Дардесхайм отказывается. Он спрашивает Тайчи, почему тот не хочет править королевством с помощью своей суперсилы. Но Тайчи говорит, что ему не нравится королевская жизнь, и он не хочет быть диктатором и заставлять людей подчиняться ему. Но Дардесхайм очень горд и не отступит. Он говорит, что сделает все, чтобы защитить королевство. Затем Ариэль замечает что-то странное и рассказывает об этом Тайчи. Тайчи и герцог видят, что Инимус излучает странную энергию. И все солдаты, погибшие в бою, возвращаются в виде зомби и нападают на всех подряд. Этим берсеркам все равно, на чьей ты стороне. Даже в бою Рин с Сузарой Рин умудряется ранить ее и одержать верх. Сузара понимает, что Рин сильная, но у них проблемы из-за солдат-зомби. Им приходится объединиться, чтобы сражаться с новыми врагами. Герцог не понимает, что происходит, потому что не знал о планах Инимуса. Наконец, Инимус признается, что с самого начала испортил поле боя магией. Он обманул герцога, чтобы тот начал войну, потому что так приказал его хозяин. Инимус просто сошел с ума, сказав, что уходит, чтобы угодить своему хозяину Леди Шейд, и хочет устроить хаос в мире. Его тело начинает материализоваться, когда он отдает свою душу высшему существу. Герцог сожалеет о том, что происходит, и решает помочь Тайчи в битве с берсерками. Давным-давно была война, известная как Кровавая Рапсодия, которая началась 200 лет назад из-за пограничного спора между империями Стражей и Скоталитов. Сначала все думали, что война быстро закончится, но она оказалась очень масштабной. Солдаты сошли с ума и нападали на всех подряд, включая своих союзников и обычных людей. Они были одержимы жаждой крови. Это была по-настоящему жестокая война, о которой до сих пор помнят,
потому что в ней погибло 700 человек с обеих сторон. Лемья говорит Мюллеру, что все солдаты под командованием герцога находятся под влиянием какой-то темной и могущественной магии, которую наложил очень плохой человек, владеющий черной магией. Лемья говорит, что единственный способ остановить это влияние – найти того, кто это начал. Иначе солдаты не остановятся и будут бесчинствовать в городах. Рин и Сузора сражаются вместе. Рин старается не причинять солдатам вреда, но Сузора их хлопает. Поскольку Сузора наемница, Рин решает нанять ее, чтобы она сражалась вместе с ней. Сузора соглашается и принимает награду за то, что осталась в живых. Рин предлагает сначала найти остальных, а потом решить, что делать дальше. Тайчи сражается с солдатами-берсерками, которые продолжают вставать, что бы он ни делал. Дардесхайм говорит ему, чтобы он не сдерживался и хлопал солдат, которых встречает, чтобы трагедия, случившаяся много лет назад, не повторилась. Сумело, Лемья и Мюллер тоже сражаются с таким настроем, чтобы хлопать берсерков. Хотя они знают, что солдаты находятся под влиянием, они чувствуют, что должны это сделать, чтобы не пострадали невинные люди. Это отличается от того, чего хотели Рин и Тайчи, а именно использовать свою силу, чтобы помочь. Но теперь Тайчи готов сделать все, что потребуется, чтобы защитить тех, кто ему дорог, и принимает предложение герцога. Но как только Тайчи собирается выполнить его и победить берсерков, вмешивается Ариэль. Она признается, что солгала о своей внешности и силе, которую дала Тайчи. Ее истинная сила настолько велика, что может навредить Тайчи, если ее не контролировать. Наконец, Ариэль понимает, насколько решительно Тайчи настроен защищать тех, кого любит, и показывает свою истинную форму. Рин тоже появляется. Хотя ее нога еще болит после битвы с Сузорой, Тайчи чувствует себя виноватым, что не смог защитить ее раньше. Но теперь, когда у него есть сила, он готов. Он призывает своего духа-покровителя Сильфиду, и происходит нечто удивительное. Проклятый круг исчезает, и солдаты перестают подчиняться. Это невероятно мощное заклинание, потому что раньше считалось, что единственный способ остановить контроль – это ударить того, кто его начал. Ариэль, которая теперь в своей истинной форме, и которую на самом деле зовут Сильфида, оказывается королевой всех духов и обладает огромной силой. Тайчи спрашивает, все ли с ней в порядке, и она отвечает, что они оба один и тот же человек, Ариэль и Сильфида. Тайчи очень рад. Огромные страшные берсерки исчезли. Но есть еще одна большая проблема. Инимус превратился в огромного монстра, отдав свою душу леди Шейд, которой он поклоняется, и получив от нее новую силу. Инимус говорит, что эта леди устроила все, что случилось с Тайчи с тех пор, как он прибыл сюда. Принцесса была всего лишь пешкой в этой игре. Тайчи должен был стать мечом и щитом для этой леди, по словам Инимуса, но он не знает, кто она, а Инимус не скажет ему. Они начинают сражаться, и хотя Инимус выглядит очень устрашающе, Тайчи очень силен. Он злится, потому что его использовали как инструмент, чтобы развязать войну и причинить боль невинным людям. Тайчи продолжает бить врага, пока тот не ослабеет. Враг просит Тайчи похлопать его по плечу, но Тайчи говорит, что не может похлопать другого человека, и это его слабость. Но Тайчи, отбросив человечность, решает, что должен это сделать, чтобы защитить тех, кого любит. Так он убивает врага. Враг счастлив, потому что сделал то, чего хотела его госпожа леди Шейд. Большая война окончена, и улицы королевства заполнены счастливыми людьми, празднующими победу. Тайчи потратил столько магии, что после боя потерял сознание и уже несколько дней не приходит в себя. Лемия приходит навестить его, говорит, чтобы он отдыхал, и благодарит за то, что он остановил войну. Принцесса вбегает в комнату, и Лемия подшучивает над другими девушками, говоря, что они слишком волнуются, хотя Тайчи просто нужно несколько дней, чтобы поправиться. Война разрушила все для обеих сторон, но теперь улицы снова ожили, и когда столица Афикса вернется к нормальной жизни, Тайчи и его группа станут советниками королевства в качестве награды, а также получат много денег за отличную работу. Они также входят в состав специальной армии, которую могут призвать, когда королевству будет угрожать опасность. Но не все так радужно, потому что король Гилмер должен наказать своего брата герцога за предательство. Тайчи не очень рад, но Лемия говорит, что он поступил правильно. Иногда приходится принимать трудные решения, даже если они причиняют боль, и эта боль делает тебя человеком. Авантюристы возвращаются в Аспир, попрощавшись с принцессой, которая обещает найти способ отправить их домой. По пути домой Тайчи обещает себе использовать свою новую силу, чтобы защитить своих друзей и выяснить, о ком говорила таинственная леди Инимус. Они все очень устали после битвы в Венефиксе. Но когда они возвращаются в Аспир, город украшен фонариками. Мюллер и Лемия рассказывают им, что сегодня праздник Звездной ночи, особое событие, когда живые и мертвые собираются вместе. Легенда гласит, что в этот день открываются врата в мир мертвых, и духи умерших приходят навестить своих близких. Они принимают свой прежний облик, а фонарики помогают им вспомнить свою жизнь или увидеться с любимыми. Но это не всегда так красиво и приятно.
Чтобы защититься от духов умерших, нужно купить специальные амулеты. Это традиция. Но есть один нюанс. На самом деле амулеты – это маски, которые скрывают ваше настоящее лицо. И живые, и мертвые носят маски, чтобы никто не мог их различить. Семьи умерших оставляют маски на их могилах, а духи надевают эти маски. Поскольку все маски разные, так можно понять, кто есть кто на празднике. Тай-Чи покупает маску для традиции и рассказывает Рин об Анастасии, оставляя маску на ее могиле, надеясь увидеть ее еще раз. Мюллер и Лемия видят, что на празднике у гильдии есть палатка с супом. Мюллер расстраивается, когда узнает, что в супах есть афродизиаки, потому что считает, что это нехорошо поощрять непристойное поведение. Рин и Тай-Чи, заинтересовавшись шумом, спрашивают, что происходит, и Мюллер им все объясняет. Она предлагает продавать на празднике что-нибудь более подходящее, но вкусное. И спрашивает у Рин и Тай-Чи, которые упомянули, что в их мире есть похожая традиция, что они едят на празднике. Немного подумав, Тай-Чи предлагает продавать мороженое. Они делают все по рецепту, и всем хочется попробовать. Им очень нравится, потому что в этом мире это новое и необычное угощение. Затем дамы оставляют Тай-Чи, Джерарда и Мари в палатке, сказав, что у них есть другие дела на празднике, потому что они маги огня. Тай-Чи поручает Джерарду натирать мороженое, если к ним придут еще покупатели. Вскоре появляется группа авантюристов, которые спасли его в первый день. Они очень рады видеть, как вырос Тай-Чи, и знакомиться с его духом ветра Сильфи. Но тут появляются друзья Тай-Чи, которые нарядились на праздник и привлекают всеобщее внимание. Все понимают, что между Тай-Чи и Рин что-то происходит, и поддерживают их. Но тут ни с того ни с сего начинается гроза, которая может все испортить. Кажется, что из-за нее праздник отменят. Тай-Чи говорит, что это невозможно. Ведь этот праздник бывает только раз в году, и люди могут увидеться со своими семьями. Он не допустит, чтобы его испортили. С разрешения Лемя он использует свою силу, чтобы вызвать сильный ветер и разогнать тучи. Это действительно работает, и фестиваль продолжается. Но у них только красные фейерверки. Рин, используя свои научные знания, решает сделать разноцветные фейерверки вместе с Мюллером, чтобы вечеринка стала еще лучше. Когда наступает время танцев, каждый находит себе пару. Лемя занимает место Тай-Чи и просит Рин потанцевать с ним. Тай-Чи приглашает Рин, и они танцуют вместе. Но во время последнего танца он видит Анастасию в маске, которую он оставил на ее могиле, и он ошеломлен. Рин замечает его реакцию и притягивает его ближе, чтобы они могли танцевать вместе. После этого Рин отходит в сторону, и теперь Мюллер его партнер по танцам.